первым пройти в парадной колонне по традиции предоставлено легендарному советскому танку, символу Великой Отечественной войны. Т-34 с боевым знаменем 5-й гвардейской танковой краснознаменной армии. Танкисты, которые в ночь на 3 июля 1944 года одними из первых с боями вошли в Минск. На марше танки Т-72В3, Т-72ВМ1. Своим боевым возможностями и технической практичности танки по праву считаются одними из лучших в мире. При модернизации данных образцов техники использованы последние достижения в области создания систем управления огнем, наблюдения и защиты от современных средств поражения. Парадное шествие продолжают БМП-2, основная боевая машина мотострелковых подразделений вооруженных сил. В строю колонна бронетранспортеров БТР-70, прошедших модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Перед трибуной колонна бронетранспортеров БТР-80, находящихся на вооружении десантных подразделений сил специальных операций. На боевую машину белорусскими специалистами установлены противокумулятивные экраны, которые улучшают защиту экипажа и десанта БТР от поражения ручными и реактивными противотанковыми гранатометами. На марше бронетранспортер Вооруженных сил Российской Федерации БТР-82А. Боевая машина предназначена для транспортировки подразделений их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы противотанковых средств и легко бронированной техники противника. Продолжают шествие высокоманевренные внедорожники «Богатырь». Машины обладают отличной проходимостью, способны передвигаться со скоростью свыше 100 км в час. На автомобиле могут устанавливаться различные образцы легкого вооружения. На площади легко бронированные автомобили «Дракон». Принятие в Беларуси на вооружение автомобилей «Дракон» и «Богатырь» является ярким примером успешного сотрудничества в военно-технической сфере нашей страны с Китайской Народной Республикой. Перед трибуной бронированные транспортные средства «Кайман». Автомобиль произведен на 140-м ремонтном заводе и на 90% состоит из отечественных комплектующих. Данный образец позволяет повысить мобильность и огневую мощь подразделений сил специальных операций вооруженных сил. Парадное шествие продолжает техника внутренних войск Министерства внутренних дел. Многоцелевые автомобили повышенной проходимости ЛИС-ПМ, разработанные на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В парадном строю 120-мм миномет «Сани» для транспортировки миномета, а также для перевозки боеприпасов и боевого расчета используется автомобиль производства Минского завода колесных тягачей. Перед трибуной 120-мм буксируемый нарезной полуавтоматический миномет «Нона М1». Миномет буксируется автомобилем отечественного производства, способным перевозить расчет миномета в количестве 5 человек и боеприпасы. Парадное шествие продолжает командирская машина управления огнем артиллерии и легко бронированная плавающая артиллерийская установка с круговым обстрелом, самоходная гаубица «Гвоздика».
пушка «Гиацинт». Пушка обладает высокой скорострельностью и точностью стрельбы на дальности до 33 километров. Пушка «Гиацинт» предназначена для подавления и уничтожения живых огневых средств, танков и иных бронированных целей противника. В строю одна из самых эффективных артиллерийских систем – гаубица «Мстар». Она способна выполнять весь спектр огневых задач современной артиллерии. Дальность стрельбы свыше 24 километров, скорострельность 7-8 выстрелов в минуту. На марше преемник прославленной в годы войны «Катюши» реактивная система залпового огня «Белград» на шасси отечественного производства. Модернизированные на белорусских предприятиях оборонного комплекса реактивные снаряды поражают цели на дальность до 40 километров. Реактивная система залпового огня «Смерч» по мощности и дальности в своем классе является одним из лучших в мире. «Смерч» предназначен для поражения групповых целей в оперативно-тактической глубине, независимо от погодных условий и времени суток. Одним залпом батарея «Смерч» поражает объекты на площади 18 гектаров. Дальность стрельбы до 70 километров. На марше гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса, самое мощное оружие ракетных войск белорусской армии, реактивная система залпового огня «Полонез». Комплекс предназначен для поражения стационарных, групповых и одиночных целей управляемыми ракетами на дальность от 50 до 300 километров. Перед трибунами ракетный комплекс «Точка». Комплекс обладает высокой маневренностью и способностью в короткие сроки наносить высокоточные ракетные удары на дальности до 120 километров. Парадное шествие продолжает мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс Вооруженных сил Российской Федерации «Искандер». Он предназначен для поражения целей в тылу врага на дальности до 500 километров. Возможности комплекса делают его эффективнейшим средством сдерживания. В строю зенитный ракетный комплекс «Оса» способен поражать любые самолеты армейской и тактической авиации. Вертолеты и крылатые ракеты, летящие со скоростью до 1800 км в час, на предельно малых и средних высотах, на дальности до 10 километров. Парадное шествие продолжает колонна зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны ТОР-М2. В своем классе ему нет равных в мире. Всего одна машина способна уничтожать до 4 целей одновременно. ТОР-М2 охраняет рубежи Беларуси в воздушном пространстве, осуществляет противовоздушное прикрытие важного государственного объекта БелАЭС. На марше зенитно-ракетный комплекс С-300 способен вести борьбу с любыми воздушными целями, крылатыми ракетами, головными частями баллистических ракет, другими средствами воздушного нападения противника. Перед трибунами уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи вооруженных сил, произведенные на отечественных предприятиях. Возглавляет колонну комбинированная радиостанция «Богатырь-2» и мобильная платформа «Сосна-2». За ними следует станция тропосферной связи «Горизонт».
Замыкают колонну радиорелейные станции «Цитрус» и мобильные узлы связи «Мускат». Продолжают шествие новейшие образцы вооружений, военной и специальной техники, разработанные на предприятиях Государственного военно-промышленного комитета. В строю новый зенитно-ракетный комплекс «БУК». Впервые на параде ЗРК «Оса» на колесной базе отечественного производства. На параде представлены самоходные роботизированные комплексы «Богомол» и «Берсерк». На марше автопоезд НЗКТ грузоподъемностью 56 тонн и защитное транспортное средство многоцелевого назначения «Защитник». Замыкают механизированную колонну автомобили УАЗ с флагами видов вооруженных сил.